Волна выплеснула меня из мира, где птицы в небе, дети на пляже, моя мать на берегу. На какое-то мгновение меня охватило зеленое безмолвие. Потом все снова вернулось. Небо, песок, дети. Я вышел из озера. Меня ждал мир, в котором едва ли что-нибудь изменилось, пока меня не было. Ветер усилился. Ну-ка накинь полотенце. Мама, можно я посмотрю гусиную кожу? Гарольд! Мама, можно я немного побегаю по пляжу? Ладно, согрейся, только недолго. И не бегай к воде. Я побежал, широко расставив руки, как крылья. Мама исчезла вдали и скоро превратилась в маленькое пятнышко. Я был один. Я подбежал к воде и зашел в нее по пояс. Раньше, когда вокруг были люди, я не отваживался оглянуться кругом, дойти до этого места, всмотреться в дно и назвать одно имя. Но сейчас... Тали! 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 Если вам 12, то на каждый свой зов вы ожидаете услышать отклик. Вы чувствуете, что любое желание может исполниться. И порой вы, может быть, и не очень далеки от истины. Я думал о том майском дне, когда Тали, улыбаясь, шла в воду, а солнце играло на ее худых плечиках. Я вспомнил, какой спокойной вдруг стала гладь воды, как вскрикнула и побледнела мать Талли, как прыгнул в воду спасатель, и как Талли не вернулась.
Спасатель хотел убедить ее выйти обратно, но она не послушалась. Ему пришлось вернуться одному, и между пальцами у него торчали водоросли. А Таля ушла. Больше она не будет сидеть в нашем классе и не будет по вечерам приходить ко мне. Она ушла слишком далеко, и озеро не позволит ей вернуться. И теперь, когда пришла осень, небо и вода стали серыми, а пляж пустым, я пришел сюда в последний раз, один. Я звал ее снова и снова. Тали! Тали! Я позвал ее в последний раз. Я дрожал и чувствовал, что мое лицо стало мокрым, и не понимал от чего. Тали! Если ты слышишь меня, приди и дострой его! Я медленно пошел к тому пятнышку, в которое превратилась моя мать. Обернувшись через плечо, я увидел, как волны захлестнули мой замок и потащили за собой. В полной тишине я брел по берегу. Далеко что-то заскрипело, но это был только ветер. На следующий день мы уехали на запад. У поезда плохая память,
Он все оставляет позади. Он забывает поля Иллинойса, реки детства, мосты, озера, долины, коттеджи, горе и радость. Он оставляет их позади, и они исчезают за горизонтом. Мои кости вытянулись, обросли мясом. Я сменил свой детский ум на взрослый. Потом появилась эта девушка из Сакрамента. Мы познакомились, поженились. Мне было уже 22, и я совсем уже забыл, на что похож Восток. Но Маргарет предложила провести там наш медовый месяц. Как и память, поезд приходит и уходит, и он может вернуть вам все то, что вы оставили позади много лет назад. Я посмотрел на Маргарет. Она была очаровательна в своем новом платье. Мы остановились на 2 недели в небольшом отеле. Вставали поздно и шли бродить по городу. Я вновь открывал для себя кривые улочки, на которых прошло мое детство. Я собирал в душе обрывки памяти, как собирают в кучу осенние листья, чтобы сжечь их. Все время мы были вдвоем с Маргарет. Это были счастливые дни. Я любил ее. По крайней мере, я так думал. Однажды мы пошли на пляж, потому что выдался хороший день. Это не был один из последних дней сезона, как тогда, 10 лет назад, но первые признаки осени и осеннего опустошения уже коснулись пляжа, и холодный ветер уже начал напевать свои песни. Я замер. Мне стало страшно. Мне было снова 12 лет, и я был отчаянно одинок. Я не видел Маргарет. Я видел только пляж и спасателя с серым, наверное, не очень тяжелым мешком в руках и почти таким же серым лицом. Постой здесь, Маргарет. Но что случилось? Ничего. Просто постой здесь. Что это? Что это? Странно. Никогда о таком не слышал. Она же давно умерла. Давно умерла? Лет 10 назад. С тех пор из детей здесь никто не тонул. А тех, кто тонул раньше, мы находили через несколько часов. Всех, кроме одной девочки. Вот это тело. Как оно могло пролежать в воде 10 лет? Откройте. Да откройте же скорее. Лучше бы не надо. Она была такой милашкой. Но увидев выражение моего лица, он наклонился и откинул верхнюю часть мешка. Этого было достаточно. Спасатель, Маргарет и все люди на пляже исчезли. Остались только небо, ветер, озеро, я и Талли. Где вы нашли? Вон там, на отмеле. Она так долго была в воде, а совсем как живая. Да, совсем как живая.
Люди растут, а она не изменилась. Она все такая же маленькая, все такая же юная. Смерть не дает человеку расти или меняться. Она навсегда останется юной, и я всегда буду любить ее. Только ее. Талли, я помогу тебе закончить. Я медленно достроил дворец, потом поднялся и, не оборачиваясь, побрел прочь. Я не хотел верить, что он разрушится в волнах, как рушится все в этой жизни. Я медленно шел по пляжу туда, где, улыбаясь, ждала меня чужая женщина по имени Маргарет. Добрый день. Меня зовут Эдуард Коузен. Я режиссер данного фильма. Если вам фильм понравился, не забудьте поделиться ссылкой на него с друзьями. Также вы можете поставить лайк и подписаться на нас в социальных сетях. Ну, во-первых, нам будет приятно, а во-вторых, этот фильм не коммерческий, и у нас нет бюджета на рекламу. То есть от вас напрямую зависит, сколько человек сможет посмотреть данный фильм. Благодарю за просмотр.